Если спросить украинцев о самых известных деятелях нашей страны, то имя Богдана Хмельницкого непременно окажется в числе первых. Жизнь Богдана Хмельницкого, так же как и многих выдающихся личностей, наполнена не только публичными событиями, но и личными историями, которые повлияли на ход исторических событий. Елена Чаплинская и Елена Выговская — две женщины из его окружения, которые являются примером значительного влияния женщин на историю. Их деятельность и взаимоотношения с Хмельницким не только сыграли роль в его личной жизни, но и имели последствия для более широких политических и социальных событий того времени. Важность признания и изучения роли женщин в истории довольно часто затмевается более общими историческими нарративами. Жизнь таких личностей, как Чаплинская и Выговская, демонстрирует, что женщины не только были свидетелями исторических событий, но и активными участницами, формировавшими политический ландшафт своей эпохи. Вся история украинского казачества пропитана сексом и соперничеством за женщин. Однако профессиональные историки XIX века предпочитали не учитывать это, активно распространяя миф о том, что казаки жили исключительно братским сообществом и в лучшем случае женщин просто не замечали. Правда, факты свидетельствуют об обратном. Самый большой и кровавый казацкий бунт, который привел к гражданской войне в Речи Посполитой и, наконец, к серии поражений, похоронивших эту страну в пепле истории, произошел именно из-за женщины по имени Елена. Как Елена Прекрасная, она стала яблоком раздора между украинцем и поляком. Согласно самой распространенной версии, Елена была сиротой и жила в доме своего опекуна, Богдана Хмельницкого, чигиринского сотника. После смерти его первой жены девушка помогала по хозяйству в имении. Скорее всего, у нее были интимные отношения с хозяином, ведь он неоднократно подчеркивал, что она была его женой. Правда, в таком случае Елена не была обвенчана с Хмельницким, который вступил с ней в брак уже после начала казацкого бунта в январе 1649 года. В Елену влюбился подстароста Даниил Чаплинский, который был управителем того края и имел земельные претензии на субботов, имущество Хмельницких. Воспользовавшись отсутствием пана, Чаплинский совершил наезд на его усадьбу, распространенная в то время практика в досудебном выяснении отношений между шляхтой, ограбил имение и забрал с собой прекрасную Елену. Хмельницкий начал жаловаться. Чаплинский, чтобы его не обвинили в обесчещивании девушки, женился на ней по католическому обряду. Так и не достигнув справедливости, испытав новые притеснения, аресты и обвинения, Хмельницкий поднял восстание. В конце концов, Богдан получил свою Елену. После побед под Желтыми водами и Корсунем он объявил о намерении жениться на пане Чаплинской, в то время как сам Чаплинский был жив-живеханяк. Елена с того времени сопровождала Богдана Хмельницкого как официальная жена. Летом 1650 года венецианский посол Альберто Вимина находился в Чигирине и встречался с гетманом и с его гетманшей. В своем дневнике он записал: «Не могу точно сказать, какого взгляда придерживаются казаки относительно брака, и вынужден думать, что они признают развод или многоженство, ведь среди них есть немало таких, которые оставили своих некрасивых и престарелых жен и завели молодых и красивых». Гетман дал всем пример. Поскольку обвенчался с женой польского шляхтича Чаплинского, фаворита Александра Конецпольского, корунного Харунжева, которые, как говорят, были причиной прошлых смут. Киевский митрополит отказался венчать Елену Чаплинскую и Богдана Хмельницкого, и это осуществил константинопольский патриарх Паисий. К тому же патриарх сделал это в спешке. Невеста не успела к своему жениху, а патриарх не хотел ждать. Паисий после заочного венчания прислал Елене дары: отпущение грехов и акт бракосочетания. А вместе с тем 3 свечи, которые якобы сами возгораются, молоко Пресвятой Девы и блюдо лимонов. На официальных приемах Елена постоянно находилась рядом с мужем. В ноябре 1650 года московский посланник Арсений Суханов описывал обет у гетмана, данный в честь посещения Чигирина,
коринфским патриархом. Гетман велел сесть всем за стол. На краю стола сел митрополит Коринфский. Слева от митрополита сидела жена Гетманова. На скамье сидел митрополит Назарецкий, а напротив него сидел гетман в креслах. Елена влияла на политические и дипломатические дела. К ней обращались послы короля Речи Посполитой. Были случаи ее заступничества за поляков из посольства. Однако были и проявления ее гнева, когда она приказывала грабить коронных воинов, которые сдались на казацкую милость. И несмотря на растущий авторитет гетманской жены в Чигирине, в ее семье не все было хорошо. У пасынка Тимоша был вспыльчивый характер, и к Елене, отцовской жене, он относился враждебно. Когда Богдан был в лагере, готовясь к битве весной 1651 года, он обвинил мачеху в краже золота и прелюбодеянии и заявил, что выполняет отцовский приказ, казнив женщину. Елена была повешена. После ее смерти Богдан сильно горевал, правда, историкам так и не стали известны истинные мотивы казни прекрасной Елены, а также отдавал ли приказ об этом сам гетман Хмельницкий. Дочь Богдана Хмельницкого, которую тоже звали Еленой, имела характер своенравный и неудержимый, вся в отца. Во время Рождественского съезда старшин 1656 года она вышла замуж за Данила Выговского, родного брата Ивана Выговского, писаря Хмельницкого. Свадьбу праздновали пышно, молодым были оказаны почти королевские почести. Венчал их киевский митрополит в Чигирине. Присутствовали иностранные послы Речи Посполитой, Швеции, Крымского ханства, Валахии и Молдовы. Елена Хмельницкая-Выговская уже после смерти отца приобретает большой политический вес. Ее муж был представителем интересов Ивана Выговского, который стал гетманом и вел переговоры с посланцами короля Речи Посполитой. Одного из них Данила пригласил в свое имение, а сам пошел в церковь накануне обеда для прибывших. Дальнейшую сцену в своем дневнике описывал сам посланник Криштоф Перетиткович. Тем временем из комнаты выходит жена Данила, дочь Хмельницкого, и говорит: «Ляшек, не жди ни обеда, ни подвод», и закрыла за собой дверь. Меня будто морозом проняло. Быстро побежал я на квартиру и, сев с прислугою на коней, поспешил в Корсунь. Первый муж Елены попал в плен к московитам и был подвергнут пыткам, а затем казнен. Его изуродованное тело удалось вернуть, и все в Чигирине были шокированы увиденным. Елена Выговская не смогла простить брату, Юрию Хмельницкому, его промосковские симпатии. Когда Юрий попытался посетить ее в имении, чтобы выразить сочувствие, Елена бросила в него полено и не дала войти внутрь. С тех пор между детьми Богдана Хмельницкого уже не было согласия. Став вдовой, эта госпожа, однако, не сошла с политической сцены, а вышла замуж во второй раз за киевского полковника Павла Тетерю. Поляки утверждали, что, воспользовавшись своим богатством, Елена купила булаву для своего мужа. Однако своенравная Елена быстро разочаровалась в своем выборе. Она приняла участие в старшинском заговоре с целью свергнуть мужа с гетманства. Гетманша имела разветвленную сеть информаторов, которых тогда называли конфидентами. Ее агенты присылали новости, в частности, из Киевского девичьего Вознесенского монастыря на Печерске. С помощью этой сети, по мнению поляков, Елена организовывала бунты против коронных войск по всей правобережной Украине. Король лично приказал задержать жену гетмана Тетери. Елену действительно задержали и перевезли во Львов. Некоторое время она находилась в заключении, но впоследствии вернулась в Украину. Однако вскоре ее имя по неизвестным причинам исчезает из хроник. История Елены Чаплинской и Елены Выговской показывает: за великими мужчинами стояли не менее сильные женщины, способные изменить ход истории. Их судьбы — это страсть, политика и трагедия, переплетенные с судьбой Украины. Если вам интересны такие малоизвестные страницы истории, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео с друзьями. Ваш интерес помогает раскрывать тайны прошлого.